где в Польше говорят на уникальном языке, названия городов пишут кириллицей, едят сыр с костра, а вместо Санты подарки приносит ангел. Сегодня ты узнаешь. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. После Великой Польши, где в Гнезно началась польская государственность, столичный факел перешел в Краков, сердце Малой Польши. На старых картах эти земли делились на отдельные регионы. Земля Краковская, Сантомерская и Любельская. Долгое время Малая Польша была разделена. Земля Краковская, включая Краков и Подгале, находились под Австрией. Они сохранили свои традиции. В свою очередь, Сандомирская и Люблинская земли вошли в состав Российской империи, утратив часть своей связи с Малопольшей. Здесь гораздо важнее влияние столицы, Варшавы. Для них Малопольша где-то на юге, но точно не здесь. Особенно заметно это в Сандомирже, который во время разделов был в Российской империи. Там говорят «на двоже», то есть во дворе, однако буквально через Вислу, в Тарнобжеге, который был под Австрией, говорят «на поле». Это выражение является одним из факторов принадлежности к малопольской культуре. Посмотрите на карту использования выражения «на поле» и сравните ее с австрийским захватом. Выбор говорить «на поле» или «на двоже» часто является поводом для шуток среди поляков. Иначе ситуация стоит в Силезском воеводстве. Многие жители пограничных городов, формально относящихся к Силезии, подчеркивают: «Мы не Силезия, мы Малопольша». Особенно это ярко слышно в Бельско-Бяла, где половина города Бява была частью Малопольски, а Бельску – Силезии. Кстати, это родина известного мультика «Лёлик и Болик». Сердце Польши. Легенда гласит, под холмом Вавель в глубокой пещере жил дракон, Смок Вавельский. Он терроризировал жителей, требуя не налоги, а коров. А если не было, забирал девушек. Рыцари пали один за другим, пока не появился один герой. Не принц, а швец. Скромный сапожник по имени Скуба набил тушу овцы серой, горючей серой, и подкинул ее дракону. Тот съел и начал гореть изнутри, и пил воду из Вислы, до тех пор, пока не лопнул. Скуба стал героем, а на месте его победы теперь памятник — бронзовый дракон, который плюется огнем каждые несколько минут. Вавель – древняя королевская резиденция. Здесь короновали первых польских королей, а в подземных сводах собора покоятся останки великих деятелей, вельмож и национальных героев, от Болеслава Храброго до Яна Собеского, а также выдающихся культурных и политических фигур Польши. Сукеницы – образцовая торговая галерея эпохи Ренессанса. Первоначально деревянная. Она приняла свой внешний вид, каменный фасад в середине XVI века. По аркадам все еще бродят ремесленники и художники, а туристы ищут сувениры и местные изделия. Мариатский костел впечатляет двумя неравными башнями. По легенде, его возвели два брата-каменщика в дружеском соревновании, оставив неповторимый симметричный силуэт. С XVI века звучит «Хейнау Мариатский». Мелодия прервана выстрелом, а память о трубаче сторожевом, убитом татарами. Здесь же король Казимир III основал Ягеллонский университет, один из старейших в Европе. Каждый день Краков встречает лайконик, всадник татара, в деревянном коне, который раздает горожанам символические булавы. Отсюда и прозвище краковчан – лайконики. Эта традиция восходит к XVII веку, символизирует отпор врагам. Величко – соляная шахта XIII века и объект охраны ЮНЕСКО. Находится на считанных километрах от Кракова. Под землей вырублены часовни, скульптуры и целые залы из кристаллов соли. Еще одним символом Кракова является обважанок. Это круглый бублик, обваренный перед выпечкой, хрустящий снаружи и мягкий внутри. Посыпан маком, кунжутом и солью. Первый обважанок был подан официально во времена королевы Едвиги. Сейчас его продают по всему городу. В Кракове около 150 тысяч обважанков в день. А также краковская колбаса, известная по всему миру. И признан ее вкус на уровне ЕС. Краков – это не только традиция еда, но и язык, местный диалект, называемый Гвара-Краковск. Давайте послушаем, что о нем расскажет настоящая краковянка. Jestem z Krakowa, więc nie mówię, że coś śmierdzi, tylko że coś dupcy. Jestem z Krakowa, więc nie mamy tutaj mielonych, tylko sznycle. Jestem z Krakowa, więc nie mówimy, że są na przykład duże korki, ogromne korki, straszne korki, tylko sakramenckie korki. No a jak są sakramenckie korki, to mamy przedupcone. Jestem z Krakowa, więc chleb krojony to weka. Jestem z Krakowa, więc nie mówię chodź na dwór, tylko chodźże na pole. Jestem z Krakowa, więc nie mówię daj mi to, tylko dajże mi to.
Jestem z Krakowa, więc nie mówię no weź, tylko no weźże. Partykuła wzmacniająca. We love it. Czasami to jeszcze ewoluuje i nie mówimy dajże, tylko dajżesz mi to. Jestem z Krakowa, więc na dużo niepotrzebnych rzeczy mówię szpej. На юге Малопольши расположился особый регион – Подгалия. Здесь живут горцы, которые сохранили уникальную культуру, язык и обычаи. Сердце Подгалия – это город Новый Тарг. Именно здесь родились традиционные ярмарки, которые каждый год собирают тысячи фермеров и ремесленников со всего региона. Закопаны – это не только лыжи и сноуборд, но и знаменитая улица Крупувки, где туристы гуляют среди лавок и пробуют копченый овечий сыр осципок. Настоящий осципок можно пробовать только здесь, так он охраняется европейским авторским правом. Здесь говорят на уральском наречии, полным особых слов. Если в Познании картошка – это пыры, то здесь это груля. Конечно, лучше всего про это расскажут местные. Naucz się gadać po polsku. Pisał mi nie wtorzy. A gwara podhalańsko jest dialektem języka polskiego. Do tego zawierającym wiele staropolskich archaizmów oraz naleciałości i zapozyceń słowackich, węgierskich i bałkańskich. Najbardziej charakterystyczne elementy gwary to mazurzynie, czyli zastępowanie głosek szy, czy głoskami s i c. Wymawianie samogłoski o jako ły, szczególnie na początku wyrazu. Temu na przykład gada się łoscypek. H wymawiane jako k. Temu nie pochwalić, a pochwalić. Akcent na pierwszej sylabie, a nie jak w języku polskim na przedostatniej. Сегодня Освенцим – живой город на стыке Силезии и Малой Польши. Здесь звучат детские голоса, проходят ярмарки, люди спешат по делам. Но за этим другое имя, известное всему миру – Аушвиц. В 1940 году нацисты открыли здесь концентрационный лагерь для политзаключенных. Позже появился Аушвиц-2 – Биркенау – лагерь уничтожения. Сюда стали прибывать транспорты смерти со всей Европы. Людей везли в вагонах без окон и воздуха, без информации, только с одним билетом в один конец. Аушвиц стал самой страшной фабрикой смерти на континенте. За существование Аушвиц погибли более 1 миллиона человек, почти миллион евреев, десятки тысяч поляков, ромов и советских пленных. Лагерь был создан и управлялся исключительно нацистской Германией. Польское население само среди жертв. Помощь евреев каралась смертью. Сегодня мемориал Аушвиц-Биркенау – это место скорби и памяти, которое ежегодно посещают миллионы. Сюда приезжают, чтобы помнить и чтобы больше никогда. Малая Польша дала миру Карля Войтылу, будущего папу Иоанна Павла II. Он родился в 1920 году в Водовице, южнее Кракова. Здесь прошли его детство, юность, пропитанные духом католической, культурной и патриотической Малой Польши. Учеба в Ягеллонском университете, подпольная семинария во время оккупации – это все сформировало человека, который в 1978 году стал первым за 455 лет неитальянским папой римским. Его понтификат длился 26 лет. Именно из Водовицы пошла его знаменитая история о кремувках, любимом десерте юности. После того, как папа упомянул об этих пирожных, кремувки по-папски стали гастрономическим символом региона. Сейчас эти десерты стали культовыми, и их подают в Кракове, Варшаве и по всей Польше. Символ простоты и тепла, как и он сам. Девиз «Не лянкайтеся, не бойтесь» стал духовным лозунгом нации, особенно в годы коммунизма. Он призвал не бояться быть верующими, свободным и настоящим. Именно этот девиз стал одной из причин победы над коммунизмом. Папа объездил всю Польшу от Балтики до Татар, встречаясь с простыми людьми. Его именем названы улицы и школы по всей стране. Памятники от Закопаны до Гданьска напоминают, что был папа близкий каждому, и каждый помнит. Не лянкайтеся. А это еще что такое? Немцы? Нет, это Виламовицы, небольшой город на стыке Малопольши и Силезии. Здесь живет уникальное сообщество – виламовяне. Это потомки средневековых переселенцев из Фландрии, Германии и Скандинавии. Они принесли с собой свой язык, один из самых редких в Европе. Этот язык не польский и не немецкий. Усыт особняком и хранит в себе тысячелетнюю историю. В XIX веке почти все жители говорили на этом языке. Однако в XX веке, после Второй мировой войны, в эпоху Польской Народной Республики, виламовский язык запретили. Он исчезал, старики молчали, а молодежь переходила на польский. Казалось, это конец. Но сегодня виламовицы переживают языковое возрождение. Местные активисты ведут уроки, создают мультфильмы, выпускают книги. Давайте послушаем, как он звучит. Hasmychu.
An mij wymysere spitsnoma ei fum kuchwik. Kuchwik, ob meier der kucher, do sej azyty mędź wojamy tum wen fiet. Imont fumem familii must oto azu. Ho фиран фигюр, а них хогонды куб. А вот несколько слов на беломовском. Częstochowa не просто город, а духовный стержень Малопольши, где переплетается история, вера и народная память. Здесь, на священном холме Ясна-Гура, уже больше 6 веков обитает образ Черной Мадонны, известный как Częstochowская Божья Матерь. Хотя административно Częstochowa входит в Сирецкое воеводство, ее жители искренне заявляют: «Мы jesteśmy z Małopolski, мы из Малой Польши». По легенде, икона была написана апостолом Лукой на куске стола из дома Святой Семьи. Затем, честным образом, перенеслась в Константинополь, а в XIV веке оказалась на польской земле. С тех пор образ стал центром бесчисленных чудес, исцелений, защиты от нашествий и утешения в бедах. В 1655-57 годах, во время шведского потопа, крепость Ясная Гура устояла под осадой превосходящих сил, а монахи и местные, молясь у иконы, отразили врага. С тех пор Черная Мадонна почитается непобедимой оборонительницей Польши. 2 едва заметные царапины на ее лице не просто следы времени, а символ стойкости. По одной из версий им наградили Мадонну воинственные стрелки в 17 веке, но раны не затянулись, и позднее их подчеркивали позолотой. Каждый год более 4 миллионов паломников приходят сюда пешком, порой преодолевая сотни километров, чтобы поклониться иконе. 26 августа, в день Успения Богородицы, Ясная Гура превращается в океан факелов и песнопений, объединяя веру и национальную гордость. Стоп! Что? Где я? Это точно Польша? Таблички по-украински? Ну, не совсем. Это Лемковский. Добро пожаловать на Лемковщину, уникальный кусочек Малопольши, где до сих пор звучит язык, на котором говорили еще прадеды в Карпатах. Лемки – это восточнославянский народ с особым акцентом, своим стилем, своими обрядами. Здесь не тапки, а крепцы. Картошка не земняки, а бандурка. А дом не дом, а хата. И да, они до сих пор пишут на кириллице, молятся в православных церквях и учат свой язык в школе. Не факультатив, а официальный предмет. Когда-то, в 1947 году, операцией «Висла» их разместили по всей стране. Сначала сожгли, а церкви закрыли. Но они вернулись и возвратили все. От языка до пения и вышивки. А сейчас приготовьтесь. Девушка споет старинную лемковскую песню. Ty nie przyszł, jak miesiąc zajrzał, ja Ciebie czekała. Czy konia nie miał, czy ścieżki nie znał, matynę puskała. Czy konia nie miał, czy ścieżki nie znał, matynę puskała. I konia ja miał, i ścieżki ja znał, i maty puskała. Najmniejsza sestra woda nie zrasła, sidelce schowała. Najmniejsza sestra woda nie zrasła, sidelce schowała. A starsza siestra sidelce znajszła, konia sidłała. Pojedź bratenku do dziewczynonki, żeby nie czekała. Pojedź bratenku do dziewczynonki, żeby nie czekała. Ty czeryczynka, neweryczynka, z oczu pereskoczu. Wydajcie mnie, moja matynko, za kogo ja хочу. Святой Николай. Но здесь, в Малопольше, свои правила. На смену деду в красном плаще приходит ангел.
Белый, сияющий, бесшумный. Он подкладывает подарки ночью, пока вся семья на сочельнике. Традиция пришла из Германии, от Христкинд, но прижилось именно здесь, в Малой Польше. Малая Польша – это больше, чем регион. Это легенда, язык, музыка, вкус и дух, который живет в каждом аккорде песни, в каждом кусочке обожанка. Это край, где ангелы приносят подарки, а бабушка говорит на диалект, которого нет в учебниках. Малая Польша не объясняется, ее нужно почувствовать. Если вам кажется, что вы ее уже поняли, поверьте, это только начало. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на Polish Way, ставьте лайки и напишите в комментариях, какой регион Польши должен стать героем следующей серии.